Всем привет! Депутат Сергей Миронов попросил главу Генпрокуратуры России провести масштабную проверку системы обязательного автострахования гражданской ответственности. Депутат считает, что уже хватит бесконечно повышать страховые тарифы, а вместо этого необходимо разобраться, куда пропадают миллиарды рублей, которые страховые компании не доплачивают пострадавшим водителям. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Все больше водителей отказываются от оформления этого полиса и не из-за своих прихотей, а из-за наглости страховых компаний, которые каждый год повышают стоимость полиса, несмотря на безаварийный стаж водителей. Теперь же этой проблемой заинтересовались в Госдуме. Так уже был вынесен на рассмотрение вопрос о временной отмене полиса ОСАГО. Руководитель фракции «Справедливая Россия за правду», депутат Сергей Миронов направил обращение к главе Генпрокуратуры России Игорю Краснову. Депутат просит провести масштабную проверку системы обязательного автострахования гражданской ответственности. В своем обращении Миронов выделил, что согласно закону, страховщики обязаны выплачивать пострадавшим водителям не менее 80% от собранных средств. Но вот согласно официальной статистике, в прошлом году эти выплаты в среднем составили 59%. А в 2021 году 64%. По мнению Миронова, из-за таких заниженных выплат автомобилисты все чаще воспринимают автогражданку как очередной сбор денег и просто-напросто отказываются от оформления полиса. В 2022 году средняя стоимость полиса ОСАГО выросла на 27%. Страховые компании уже не первый раз требуют увеличения сроков ремонта автомобиля до 60 дней, а также разрешить страховщикам использовать бывшие в употреблении запчасти для ремонта автомобилей. Такие требования они объясняют резко возросшим дефицитом запчастей в нашей стране. Но страховщики уже неоднократно получили отказ на эти предложения. Не так давно в Госдуме прошло закрытое заседание, в котором приняли участие депутаты, представители страхового сообщества, члены автомобильных сообществ и члены Народного фронта. Сейчас депутаты и члены сообществ ищут пути заставить страховщиков работать согласно закону. Сенатор Андрей Клишас также обратил внимание на эту проблему и предложил ввести временную отмену обязательного полиса ОСАГО. Но не все водители оценили это предложение, так как если полностью отменить полис ОСАГО, то это вернет нас в 90-е годы, когда добиваться каких-то выплат было нереально. Ну и обещанная мною шутка юмора. Я всех женщин в своей жизни взял одним и тем же комплиментом. А меня возьмешь? Не возьму, потому что ты не такая, как все. Ты особенная. Я таких, как ты, еще никогда не встречал в жизни. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Вы за или против отмены ОСАГО? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, берегите себя и своих близких.